Итак, всем доброй ночи. Друзья мои, я обещала, что я буду выставлять постепенно э, голосовые, насколько возможно, много. То есть основное количество, чтобы люди, которые отправляют эти голосовые, ну, они отправляют для того, чтобы мы выставили и по мере возможности выставляю, одним словом. А теперь попрошу вас отправлять голосовые немножко на иную тематику, отправлять Яне о том, какие у вас были перемены, как вы начали делать ритуалы, что у вас поменялось, не только о кризисе, скажем так. Пока что мы как бы на эту тему говорим в любом случае в основном, но все равно. Сейчас, секунду, я напишу и продолжим. Так. Да, я извиняюсь, отвлеклась. Просто мне пишут, и мне нужно ответить. Голосовые сейчас открою. Сегодня я вам хочу показать не только голосовые, вот эта вот фотография с курами, с овцами мне отправили. То есть, точнее, отправили Яне, попросили передать. Яна, а это вот помощь деда Сидора дала этот заговор своим родственникам. Они не верили, что у них будет такое хозяйство. Никогда раньше такого не было. Родственнику 75 лет и в жизни не имел такого, как сейчас, сам удивляется. Покажите по возможности это Инге. И низко поклоняйтесь, и от него его звать Юрий. Передайте ей при долгой жизни всех благ. А вам, Яночка, огромное спасибо за то, что так красиво, быстро выставляете тексты. Огромного вам всем здоровья, счастья, всех вам неземных благ. Очень уважаем Ингу, вас за несоизмеримую помощь людям. Пусть вас хранят и вечно берегут боги. С уважением к вам, ваша недавняя подписчица Татьяна. Это хозяйство появилось все в течение 3 месяцев. И сейчас все растет и еще пополняется. Это у нас дед Сидор. Я настолько, вообще-то я его выставляла там, где про хозяйственные заговоры и так далее. И настолько люди хвалили, перехвалили, и так хотели все найти, что я отдельно выставила, да, если помните, волшебный заговор дед Сидор. Ну, здесь заговоры все волшебные, но дед Сидор особенно понравился народу, потому что реально приумножается все. Мне написала женщина из Узбекистана, ну, то есть в таких регионах, где люди в основном сельское хозяйство. И говорит, у меня этих кур, гусей настолько много, что мои соседки просто лопаются от зависти. Прочитайте. Кажется, я так написала, да, волшебный заговор дед Сидор. Отдельно выставила, чтобы вы могли пользоваться. Дальше сегодня мне мужчина отправлял насчет сына. Он неправильно себя повел, я его заблокировала, но попросила его жена. И после того, как они ко мне обратились, вот у них что получилось, собственно говоря. Здравствуйте, уважаемая Инга. Моя жена обращалась к вам за помощью. Наш сын был в коме. Вы сказали, что если в течение 3 дней он придет в сознание, вам сообщить. Но мы только узнали вчера утром, его перевели с реанимации. Вот. Он пришел в сознание, сейчас уже идет на поправку. Вы говорили, что вам сообщить, и вы скажете, что дальше делать. Нужно или откуп, что-то нужно.
Вот, сообщите, пожалуйста, нам. У меня просто нет возможности. Теперь здесь просто остановлю и скажу вам. Откуп я человеку сказала, какой отнести. Вы знаете, что таким людям я помогаю даром. Но когда у вас получается, когда ваши родные, близкие выходят из комы, и когда возвращается к жизни, нужно откупиться, отнести вино, отнести сладости, отнести... Ну, это надо у меня спросить, что. Я вам объясню, куда отнести, что при этом сказать, оставить. Может, возле водоема, может, возле дерева, может быть, на перекресток и так далее. В любом случае, от духов надо откупаться. Вот человек насчет этого хотел спросить, но его сын вернулся к жизни. Факт в этом, что ребенок вернулся к жизни, и, собственно говоря, что сказать, ну, не первый случай, к сожалению, и не последний. Почему говорю к сожалению? Потому что люди болеют, попадают, и в кому попадают, и что только с ними не случается. Так что еще не раз они будут просить, и не раз я еще буду помогать людям. Пойдемте далее. Уважаемая Инга, я забыла рассказать в своем длинном сообщении мое знакомство с Фортуной. А вы знаете, когда ну, я поняла, что мне она нужна, тоже какое-то чудо произошло. Во-первых, я ехала на территорию Украины и пристально начала ее искать. Почему именно там? Потому что я поняла, что у нас в республике я не найду подобную скульптуру, да, и вот в очередной раз, когда я выезжала, я начала пристально ее искать на территории Украины. Вы знаете, где я только не заказывала, вроде бы она была, но в один как бы, момент мне все начали перезванивать и говорить, что, ну извините, ну нет. И вы знаете, уже в самый последний момент я понимаю, что в принципе к моему приезду на территорию Украины я все равно не успею получить Фортуну по почте, она не успеет дойти. Тем не менее, я на всякий случай поздно ночью, в канун моей поездки, ну, думаю, ну, зайду в интернет, ну, а вдруг какой-то вот магазин, интернет попадется. Причем, хочу подчеркнуть, я уже зрительно знала, какая мне нужна Фортуна. Их много бывает вариаций в цветовой гамме, да, с закрытыми глазами, рог именно так изобилие, так. Вот я влюбилась только в одну. И в тех магазинах, в которых типа была Фортуна, получилось так, что, ну, как бы не все мне нравилось. И тут уже поздно ночью я начинаю как бы просматривать, и тут мне вылазит какой-то интернет-магазин. Ну, думаю, ну закажу. И самое интересное, тот размер, который мне нужен, и тот цвет. И я заказываю итальянскую фортуну из мрамора. И что вы думаете, на следующий день перед моей поездкой мне перезванивают, говорят, да, есть, да, она успеет. Это буквально рядом возле того города, в который я ехала, находится интернет-магазин. То есть вот она чудом вошла в мою жизнь. Как только я получила посылку со своей фортуной, со своей, да, я вот так вот с гордостью скажу, во-первых, я только взяла ее в руки, вы не представляете мой ух и ах, какая это была красота неописуемая. И вот я не знаю, как только она у меня появилась, опять же, это где-то, наверное, конец января был 2020 года, вы знаете, ну, как бы, да, я и ставила, причем я ставлю каждый день благовоний, и хочу сказать, я люблю, когда в квартире пахнет, поэтому, ну, наверное, до 10 палочек за вечер у меня обязательно сгорает благовоний. Плюс я стала ставить кофе, как вы мне советовали, то есть утром я себе завариваю чай на завтрак, любимой Фортуне я завариваю кофе. И вы знаете, как вот начинала проявляться вообще вот эта вот фортуна, да, везение мое. Например, мне нужно подшить вещь. Я понимаю, что подшить эту вещь, ну, стоит там, я не знаю, рублей там 500-700. Я подхожу, неожиданно появляется человек. Во-первых, я не знаю, к кому я еще пойду, чтобы мне хорошо подшили. Раз я подхожу, мне говорят, ну, давайте рублей 100.
То есть мое удивление. Я прихожу в магазин, нет сдачи, там 15-20 рублей, мне говорят, ой, не надо. Через время я возвращаюсь в этот же магазин, говорю, слушайте, я была должна вам деньги, возьмите там 15-20 рублей, вот у меня мелочи. Мне говорят, да ну перестаньте, не морочите голову. Отказываются, понимаете? То есть вот фортуна начала проявлять себя в моей жизни вот такими вот моментами, знаете, такими вот, ну, я не знаю, это мелочь, не мелочь, но я стала задумываться. И, например, мне что-то надо, я не думаю о том, найду ли я это у себя в городе. Я целенаправленно иду, и я знаю про себя, проговариваю. Так, если мне это надо, то фортуна мне покажет необходимую вещь. А если не надо, значит, оно мне и не надо, в принципе. Так и происходит постоянно. И хочу сказать, что вот мелочи какие-то, но я все равно попадаю на какие-то скидки. Кто-то мне что-то там, опять же, там 5-6 рублей. Послушайте, хватит писать хрень. Как определить свою фортуну? Хватит херню нести здесь. Изучите канал. Здравствуйте, Азат. Хватит уже хрень, вот эту пургу гнать, правда. Здесь пока рассказ прервем, потом как-нибудь я еще включу этот рассказ, потому что это немножко на другую тематику, и я еще раз включу, когда мы будем говорить о фортуне. Да, вот таким образом, постепенно, хотя давайте прослушаем до конца, раз уж начали, постепенно начинаете понимать, что вам начинает вести. Сначала в мелочах, потом дальше, дальше. Это не только в денежном плане, это еще в отношениях с людьми, понимаете, и прочее. Рублей, я понимаю, это, ну, знаете, мелочи, да, но тем не менее это срабатывает. Если раньше и рубль никто не мог простить, но теперь вот так вот и получается. Я получаю помощь из ниоткуда, да, раз и мне человек почему-то предлагает эту помощь, причем человек, который, ну, я его вообще не знаю. Ну, вот как-то так и происходит. И, наверное, вот... Я помню, когда я вам показывала ритуал, чтобы сосватали, если помните. Найдите, кстати, этот ритуал. И мои ритуалы не только на этом канале. Этот канал много раз сливали, поэтому мои ритуалы в дочерних каналах тоже есть. И когда я провела, показала вам ритуал, чтобы сосватали, ну, заодно и мне это прошло, потому что слова очень сильные, поэтому они не просто произносятся, они работают уже. Пошла в магазин, набрала там много чего, аж на 10 или 12 тысяч, сейчас я не помню. Мне много чего нужно было, и я должна была на такси вернуться, естественно, в сумки в эти запихала. И я смотрю, мужчина передо мной стоит, смотрит. Мужчина, ну, то есть южной наружности, уже ну, такой достаточно уже взрослый человек, то есть я не могу понять. Я думала, может, он чего-то ждет или сигарет хочет взять. Я говорю, вы хотите что-то взять? Возьмите, пока я, ну, мне не начали считать. Он мне, нет, я просто стою. Я говорю, ну, хорошо. В общем, пробили мне все это. Я все это разложила по пакетам. Уже вытаскиваю карту. Этот мужик, значит, залетел на кассу. Я ничего не поняла, что он хотел там. Я думаю, что происходит вообще? Поворачивается и уходит. И я, значит, подхожу, чтобы карту туда подвести к этому аппарату. И продавщица мне говорит, девушка, за вас уже заплатили. Я говорю, в смысле заплатили? Кто заплатил? Вот мужчина заплатил за вас. Я говорю, почему он заплатил за меня? Я его не знаю. Ну, не знаю, вы ему скажете. Этот мужик исчез, люди. Он просто заплатил и исчез. Куда он пошел, я даже не знаю. Зачем он это сделал, я понятия не имею. Вот ритуал, который даст, чтобы сосватали. Причем там слова, чтобы я была всем милой, любимой. В общем, чтобы все ко мне тянулись, чтобы я нравилась просто до умопомрачения. И человек просто захотел сделать мне приятно, хотя я понятия не имею, зачем он это сделал. Он ничего не попросил взамен, он ничего не сказал, он просто оплатил и ушел. Он так исчез, что я даже не поняла, где он, чтобы хотя бы сказать спасибо, что ли. Хотя мне было очень неудобно и непонятно вообще этот поступок. Но он это сделал и ушел. Он, видимо, просто захотел девушке вот сделать приятное. Вот так захотел он. Причем стоял и ждал долгое время, пока... А я не пойму, что ему надо, сигареты нужны, что ему... И он так подлетел к этой кассе, я даже не поняла, что он хочет вообще. Мне в голову не пришло, что он пошел за меня платить. Понимаете? Да, так может быть, оказывается.
То есть о чем я хочу вам сказать, что даже ритуал, который я проводила просто для вас, показываю вам, и эти слова произнесенные, они все равно сработали. Даже когда вы смотрите и в голове вот это все проносится, вот повторяете за мной иногда, знаете, оно уже срабатывает. Вы еще не начали делать, оно уже начинает работать. Особенно если это просто заговоры, да, предположим. Теперь пойдемте далее. Так, Также в совокупности с денежным источником и источником пики делал ритуал спасительный в кризисное время и священные аяты. Вот, и все это дает возможность и помощь для жизни и, скажем, нормальной жизни. это, видимо, просто часть голосового. Мы послушали только последнюю часть. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что мужчины зря ленятся или зря боятся вообще моих работ. Потому что у мужчин это получается намного быстрее и лучше, чем у женщин даже. Учтите. Потому что основное количество женщин, да и Фортуна сама, она женщина, то есть богиня, извиняюсь. Она женщина, женского пола. И им нравятся смелые мужчины, поэтому дерзайте. И хотите привести в свою жизнь достаток, делайте эти ритуалы. Мужчины в том числе. Да. Вот забыл дописать. Менты за это время меня останавливали буквально 3 или 4 раза. Один из которых был не очень такой лицеприятный, ну, для них, по крайней мере, потому что я довел их до белого коленя. Ну, вот, и меня, просто сказать, послали далеко и надолго. Вот, все остальные разы очень даже, в принципе, тихо и спокойно. А последнее время, то есть меня вообще, в принципе, не замечают, хотя, в принципе, ничего для этого не делаю. Добрый день, уважаемая Инга, добрый день, уважаемая Яна. Хочу записать обращение к нашей Инге с благодарностью за ее помощь и труд. Я на канале уже третий год. Вот, и за это время моя жизнь начала очень сильно меняться к лучшему. Вот, за это время сделала очень много ритуалов разнообразных. Вот, за последнее время, наверное, любимым стал ритуал «Денежный источник» и к источнику пики. Вот, наверное, самые такие для меня в данный конкретный период времени спасительные ритуалы. Вот. У меня появляется подработка, у меня появляются клиенты в косметической компании, которые делают заказы. Вот. Когда ездил работать курьером, там отвозил в Подмосковье заказ, то клиент неожиданно для меня дал, точнее как сказать, перевел на карту 300 рублей и тем самым спас меня. И я за эти 300 рублей доехал до дома на такси. Вот. Что касаемо кризиса, в котором мы сейчас находимся, тут не сглазить, для меня он, не знаю, проходит как-то очень даже легко, если честно. Вот, все равно появляется подработка, есть деньги на что и жить, и кушать и так далее, и тому подобное. Вот, а сегодня купил первое в своей жизни золотое кольцо с 5 небольшими, ну, если не сказать, что очень маленькими бриллиантами. Неважно, маленькие Вот, или но это большие, кольцо они для меня, приносят, оно приносят символичное. удачу. Так как оно позиционируется как обручальное, то как бы в принципе изначально я хотел использовать именно это кольцо для ритуала венчать себя с Венчать себя удачей. с удачей, да, я поняла. Вот, так что жизнь налаживается. Спасибо большое, Инга, вам. И спасибо большое Вселенной, что она привела меня к вам. Спасибо вам, Инга, дорогая, за помощь. И спасибо, Яна, вам тоже также за помощь. Вот, потому что без вас моя жизнь, она не начала бы меняться.
Дорогие друзья, дело в том, что, понимаете, а, как бы вам объяснить, люди, которые достойны помощи богов, они его получают рано или поздно. Потом я вам говорила, что мужчины, они так созданы. Женщина верит и получает. Мужчина получает, только потом верит. То есть женщина сначала проводит, мужчина смеется. Ой, да ерундой занимаетесь, эти бабушкины сказки, какие там магичите, всякое-всякое. Как только первые деньги появляются в доме, он настораживается и говорит, ну-ка, а что ты там читаешь? Потом он может сам говорить, тебя уже подгонять. А ты не хочешь там ничего читать, вот это, ты же там читаешь чего-то там, иди читай. Потом он может спрашивать, а тебе ничего не надо, там, благовоний, ткань, чего-нибудь скажи, я куплю. Может, там вино надо принести или чего. То есть мужчина, он так создан. Он увидел результат. Ты его сейчас за уши не оттащишь. Он будет сам интересоваться, может, и начнет читать. Вот он увидел первые деньги, он увидел, что действительно в дом приходит достаток, действительно враги, которые его там обижали, наказываются, действительно его проблемы решаются. И он начинает тебя уже подгонять. Он уже больше тебя говорит. Может, там прочитать надо чего, может, чего надо купить, может, ты скажи, я все найду. Может, розу надо, может, благовоние, чего надо. Понимаете? Поэтому вы не обращайте внимания, даже если они вначале там достают вас, на нервы действуют, вы просто делаете. Потом, когда начинается одно, второе, третье, пятое, он может, знаете, разные есть мужчины, может он спрашивать, интересоваться, может сам читать, может сам покупать, что нужно, а может тихо наблюдать, просто перестать мешать. То есть он затыкается, он больше не смеется, ничего не говорит, просто молчит, просто делает вид, что он не замечает, как ты идешь туда, делаешь. Он уже спокойно проходит возле твоего алтаря, он уже ни слова ничего не говорит, потому что он видит, что есть результат. Поэтому вы не нервничайте, вы просто делаете, получаете результат, и в итоге они сами приходят к тому, понимаете, да какая разница, лесбийские пары или какие пары? Лесбийские, живите в лесбийском браке, кто вам мешает? Они сами приходят к тому, что постепенно, постепенно, то есть они абсолютно перестают вам мешать, одним словом. Поэтому не надо им ничего доказывать. Вы делаете, они сами потом сделают. Вот. Мужчины, когда делают, он быстрее приходят деньги, чтобы вы знали. Доброго времени суток, уважаемая Инга, дорогая Яна и все зрители канала «Ведьмина изба». Живу в городе Санкт-Петербург. У нас ситуация с карантином не так сильно усугублена, как в Москве, но так или иначе люди тоже очень многие остались без работы и, соответственно, сидят дома без зарплат зачастую, то есть за свой счет. Но у меня все немножечко иначе, и даже не немножечко. Начну с того, что изначально у меня была ситуация такая, что я, супруг мой и наша дочка, мы жили вместе с моими родителями. Ну и на самом деле достаточно долгое время уже... Кстати, я извиняюсь, да, я вот прочитала сейчас пост Азада и хочу ответить. Это для тех людей, безмозглых, тупорылых, которые каждый божий день пытаются из меня слепить какого-то монстра. Послушайте меня. Мои ритуалы не имеют национальности. Мои ритуалы не имеют религии. Их берут, делают все люди. Никто из них не задумывается о том, какой я национальности, кто я, что я. Мои личные дела, мои личные предпочтения, мои личные какая-то боль моей нации внутри меня, генетической и прочее, это мое, дорогие друзья. Я на это имею полное право. Это совсем другое. Моя работа, подаренный людям мой дар, это иное, понимаете? Я гуманист, и я очень люблю людей, я хочу помочь любому человеку. У меня никогда нет отличия, у меня никогда не было кровожадности к людям. Я всегда с сочувствием отношусь к любому человеку, кем бы он ни был и кто бы ни приходился, да, в этой жизни. Поэтому вот эту тупость прекращайте. Меня можете обвинить в чем угодно, но в этом шовинизме, национализме я еще и, оказывается,
кто я еще? Антисемит еще и оказывается. Охренеть можно. Весь Израиль на меня молится, а я антисемит, выходит. Не знала. Вот для них будет новость, я вам скажу. Понимаете, не кидайтесь нелепыми обвинениями в адрес человека, который абсолютно никогда в жизни ни одному... Наоборот, люди, которые здесь живут, которые приехали из других стран, я к ним более по-человечески отношусь, понимаете, более, как вам сказать, с сочувствием, с пониманием, потому что я понимаю, что люди, которые здесь живут, они оторваны от родины, им очень тяжело. И зачастую я им помогаю даром, и чаще всего. Поэтому будьте так добры, не несите эту ахинею, правда. Нет, я не про Азада говорю, вы неправильно поняли. Я просто, прочитав его СМС, просто вспомнила, что к теме просто говорить, вот человек, который тоже сидит сейчас, дерьмом меня обливает один товарищ, он меня все время обвиняет в каких-то националистических. Прекращайте, это смешно, это реально смешно. Так, все, Ангелина, я вас отправляю, куда вам место. Не ваше дело, на что я должна обращать внимание. Я не люблю вот таких вот прилипал. Вы меня достали. Меня можно обвинить в чем угодно, но в национализме, в ненависти к людям и так далее. Я как доктор, я дарю всем людям, понимаете, любому человеку, который нуждается в моей помощи, я этому человеку помогаю. И никогда в жизни у меня нет в мыслях даже, а вот почему вот это дебилизм. То, что я вам дарю, это дар всем нациям, всем народам, всем людям. Там не написано, кому можно, кому нельзя, какая разница. Просто я сегодня прочитала, вот уважающие себя люди не будут брать у армянки и делать ритуалы. Ну, это вы больные, правда. Идите лечитесь. Вот такие душевно больные люди, они очень опасны обществу. Они опасны не только вообще другим, они и своим опасны. У вас с головой реальные проблемы. Причем здесь какая разница? Не, ну просто вот сегодня как прочитала, разве, говорит, если бы они себя уважали, они бы в жизни не взяли бы у армянки ритуал. Ну вы вообще... Ай. Жалко вас, жалко, вот правда, вот реально жалость вызываете. Вот такие примитивные приматы. Ой, пойдемте дальше. Мы хотели, в общем-то, переехать и жить уже отдельно, самостоятельно. Но из-за того, что у нас там, да, те же самые кредиты есть, у нас этот момент все как-то отодвигался, и, в общем, все никак не получалось. И уж тут, тем более, оказавшись вот в такой вот ситуации, да, то есть здесь, казалось бы, уже надежды на то, что в ближайшее время мы переедем, не было. Но я проводила много ритуалов. Какие именно ритуалы я проводила? Как только Инга выложила ритуал вот этот в кризисное время, я его сразу начала проводить, стараться утром и вечером, соответственно, каждый день. И основные мои ритуалы это были к фортуне. Мои самые любимые и чаще всего, которые я проводила, это благодарение различные фортуне. И также два ритуала, которые постоянно я проводила, это подарок судьбы и дай нужная фортуна. Что стало происходить? Значит, в первую очередь мне поступило действительно вот уж как бы на редкость выгодное предложение от одного банка. Это предложение позволило нам с супругом покрыть долг, ну, да, соответственно, перекрыть долг по одному из имеющихся кредитов, не увеличивая при этом ежемесячные выплаты, да, то есть общие, которые, да, у нас получались по кредитам. И самое главное, данное предложение дало нам возможность переехать. При этом у нас, ну, переезд, вы сами понимаете, что предполагает все равно достаточно большие затраты. То есть, если ты через человека это все делаешь, да, оформляешь, то это сразу там получается, грубо говоря, ты как за 3 месяца оплачиваешь. Плюс ко всему у нас практически там никаких своих вещей не было, нам пришлось очень много покупать. Вот, и на все это у нас денег хватило.
Вот. Плюс, повторюсь, в чем, в общем-то, да, выгода данной ситуации. Мало того, что мы переехали, мы действительно не увеличили сумму ежемесячного платежа, то есть как мы раньше платили, так мы и продолжаем платить, просто теперь мы еще и переехали. Вот. Соответственно, также я прямо перед началом вот этого карантина ушла с работы и была в поиске новой. Работу мне найти было не так легко, потому как мне нужна была пятидневка. Работаю я оператором технической поддержки, то есть операторы, как правило, работают посменно. Это достаточно редко встречается, когда в пятидневку можно найти работу оператором. Плюс ко всему мне нужно было, чтобы эта работа была рядом с домом, так как мне нужно дочку успевать забирать из садика. И что вы думаете, именно такую работу я и нашла. Мало того, что я нашла работу, которая мне действительно идеально подходит на данный период времени, так она мне сейчас вот в этом режиме самоизоляции позволяет все-таки зарабатывать деньги. То есть я работаю дома, и нам за это, соответственно, платят фактически ту же самую сумму, ту же самую зарплату, что и если бы я сидела в офисе. Вот, поэтому в целом, что могу сказать? Проводите ритуалы, потому что если не лениться и действительно делать это, то без денежных средств вы никогда не останетесь, и у вас всегда будет возможность и перспектива, и если есть желание, заработать больше. Вот, уважаемые Инги, хотелось бы сказать еще раз огромное спасибо. Я безмерно благодарна силам, богам, что они привели меня к вам. И спасибо вам за все, что вы дарите всем нам, за вашу доброту, за вашу щедрость, за вашу веру в нас. Большое вам спасибо. И большая благодарность также Яне. Большое спасибо. Здравствуйте. Я из глубинки, живу в сельской местности. Под старость лет нам пришлось взять кредит на жилье. И большая была у меня проблема. Не продавалась квартира старая, с большими проблемами. Больше 15 лет. Была ипотека за жилье, где мы живем поныне. Денег не хватало, хотя мы работаем с мужем очень много. Деньги все уходили. В ноябре месяце я стала проводить ритуалы на желание. Византийский ритуал на желание. Открыть путь. Еще на желание Суржевич, забыла конкретно, который держит желание до тех пор, пока не исполнится. Еще я проводила ритуалы плата за боль, умилостивить судьбу, спасительный талисман, помощь ниоткуда. И последние ритуалы, спасительные аяты, создать свой мир, обращение к огню, и все в дураках, ну и так далее. В феврале месяце нашлась подработка к основной работе, а в апреле мы продали квартиру за ту сумму, которую я и просила. Вот с таким голосом, как правило, приглашали дикторов читать сказки детям. Напоминает вот такой же таинственный голос. В конце апреля мы досрочно выплатили кредит за жилье. Нам как раз хватило на выплату, и еще немножечко осталось. Но еще и подработка есть. И это произошло за время кризиса. А когда мы уже рассчитались, я написала благодарность уважаемой Инге. И, о чудо, Инга мне ответила голосовым сообщением. Я была на 7-м небе. Жизнь налаживается. Огромное спасибо за ритуалы Инги, за ее бесценный труд, Яночке за тексты, за ее помощь Инге. Надо делать ритуалы, прикладывать силы. Все получится. Это я точно знаю. Я благодарна богам, что они меня привели к Инге. Спасибо огромное. Долгих лет и творческих успехов. И вам спасибо. Сейчас я отмечу, дорогие друзья, потому что уже заканчивается зарядка. И я вам объясню напоследок. Вот смотрите, в древние времена
да и сейчас тоже, когда шли в храм к богам, шли босиком, долго, отдыхали некоторое время, потом снова шли. Можно было эту дорогу, этот путь преодолеть, ну, сесть за руль и поехать до этого храма или до этой святой местности. Но люди шли, они жертвовали своим временем, своими силами. Почему? Они тем самым показывали силам, насколько их помощь им необходима. Они показывали, что они готовы перетерпеть трудности, боль, лишь бы им помогли. Понимаете? Вот то же самое происходит здесь. Люди, которые раз в месяц взяли, начитали какой-то шепоток и говорят: ой, ну, я там прочитала, ничего не помогает. Спрашиваешь, а что вы делали? Он, ну, не помню, там какой-то вот заговор был, какой-то шепоток. Нет, дорогие друзья, таким образом вам силы помогать не будут. Вы должны сесть, сначала убрать все, что у вас есть. Потом начать усиливать себя, понимаете? Начитывать, постепенно пробивать этот лед. Если это... У некоторых людей сразу идет. Есть люди, которые вот прям начинают с первых дней делать ритуал, у них сразу же идет перемены, прям с первых дней. А есть люди, которые месяцами добиваются этого, понимаете? Но в любом случае нет такого человека, который интенсивно, упорно делал, и у него бы вообще не получалось. Это, как правило, люди, которые приходят, говорят: не получилось, чтобы я их пожалела и помогла. То есть им жалко своего времени потратить, поэтому должна я это делать, понимаете? И если человек, ну так посмотрел, знаете, как часто мне пишут под роликами: ой, а где ритуалы посмотреть ваши? А киньте сюда ссылки, чтобы я ритуалы нашла. А где вот эти ваши ритуалы денежные можно посмотреть? Им даже лень под роликом посмотреть текст. Они спрашивают: а где текст посмотреть? Я говорю: а вы не пробовали под роликом прочитать? Ой, скиньте мне, пожалуйста. Вот таких людей посылаешь нахер и говоришь: ты перемен недостойна. В своем дерьме так и живи, понимаете? Так вот, о чем я вам говорю? Что вы показываете силам свою готовность. Вы это для себя вы делаете, вы не мне делаете одолжение, понимаете? Мне за это не приходит ничего. Вы делаете для себя, вы себе помогаете. Вот прекратите надеяться на что-либо, прекратите ждать, пока кто-то вам придет, скажет или поможет. Берите ситуацию в свои руки и скажите, как говорила Екатерина Великая: хочешь делать что-то хорошо, сделай сам. Вы хотите поменять свою жизнь? Начните менять. Чехов говорил, да? Хочешь быть счастлив, будь им. Просто будь счастлив и все. Сделай себя счастливым сама. Так что, дорогие друзья, вот люди, пример перед вами. У всех кризис, у всех это изоляция, у всех закрыто, никто не может ничего. А люди квартиры продают, дома продают, переезжают, люди находят подходящие работы, люди ни один день не останавливаются, люди своим рабочим платят зарплату, у них хватает на это все. Откуда это все приходит? Вот все сидят, сходят с ума, голодают, денег нету, ужасающее положение, это правда. Но ты вот смотришь и говоришь: вот как вот одна часть населения просто в истерике бьется, в ужасе, другая часть населения делает, меняет жизнь. Когда я вам говорю, что вооруженные привороты, что революции ничего не дают, потому что уже, я же уже вам говорила, ну вот все революции, которые происходили на постсоветском пространстве и так далее, приходили еще хуже люди, еще хуже. На Украине вследствие революции пришел Порошенко, вообще все разрушил. В Грузии пришел Саакашвили, вообще все разрушил. Понимаете, в Армении пришел Пашинян, разрушает все. То есть не революцию надо делать, а революцию внутри себя. Себя надо поменять. Когда мы станем смелые, нетрусливые люди, достойные, желающие работать, добиваться успехов, не дающие никому прищемить, знаете, нас за хвост, ущемлять наши права, мы тогда получим достойного лидера. Вы понимаете? Достойного лидера. Не говорите о том, что вот пускай сначала хороший там царь придет, потом мы будем хорошие.
Мы сами должны быть людьми, мы сами должны менять себя, мы сами должны работать, создавать. Иногда сидят, обвиняют государство. Я не говорю, не хвалю государство, его у нас практически и нету. Но забор валяется у человека, вместо того, чтобы забор поставить, он сидит, всех хает. Начните с себя, делайте ритуалы, меняйте свою жизнь, ищите работу, подрабатывайте, развивайте свои таланты, идите вперед, не останавливайтесь. И когда мы будем достойные люди, хотя бы основное количество, к нам придет достойный правитель. Вы понимаете, мы достойны тех правителей, которые нами правят. Мы их достойны, правда, своим. Посмотрите, какое быдлятство вокруг. Посмотрите, что творится. Посмотрите на сайтах молодежь чем занимается. Член покажи, сиськи покажи. Извините за выражение, что я так говорю. Но это тоже сидят люди, молодые девушки, говорят друг другу. Ей говорят, покажи, она... Нормальная женщина, которая от таких слов давала в морду и уходила. А ей говорят, она стоит, корова, улыбается. Мы дошли до этого. Мы дошли до этой разрухи, до вот уже дна. Теперь надо из этого дна выбраться. И поэтому, дорогие друзья, революцию надо делать внутри себя, в душе, в голове, в жизни. Сесть и сказать, а почему у меня ни хрена не выходит? Это что вообще? Так не должно быть. Дай-ка я возьмусь за себя и начну менять. Ну так нельзя. Так сидеть и вот, а вы за меня сделаете, а можно, а вы вот это, понимаете? И вот когда у нас внутри произойдет эта революция, когда мы станем свободолюбивые, работающие, создающие, созидательные люди, со временем и придет тот самый человек. А то мы хотим, знаете как, привести какого-то царя, посадить, пусть он за нас решает. Но если мы всей страной сидим и надеемся, что какой-то алкаш по имени Шаман будет сейчас, принесет нам счастье, выгонит там правительство. Но смешно, вы понимаете, вы сидите, взрослые люди, верите в эти сказки, что какой-то шаман должен прийти, всех выгнать и посадить хорошего царя. И тогда у нас все будет хорошо. Вы надеетесь на какого-то алкаша, вместо того, чтобы надеяться на себя, вместо того, чтобы сесть подумать, вместо того, чтобы себя поменять. Понимаете, о чем я хочу вам сказать? Мы все время говорим, царь придет. Вы замечали? Вот как вот в русских сказках было, как Илья Муромец 40 лет на печи лежал, а потом пошел и стал героем, ни с того ни с сего. Или там Иван, дурачок, ни хера не делал, лежал, а потом раз пошел и полцарства оттяпал вместе с царевной, и все хорошо. Ни хера не делал, ничего не делал, просто вот так полежал немного, потом какую-то загадку там отгадал, и все ему дали просто так. У нас просто внутри это сидит. Вот ни хрена не делать, как там говорят, чтобы поменьше дать и побольше взять. То есть мы ничего не будем делать, мы будем, вот пускай наши заборы разваливаются, пускай наши деревни спиваются, а мы ждем царя. Какой-то царь должен прийти, и тут же все станут хорошие, добрые, умные, все рецидивисты оденут костюмы, значит, все шлюхи станут девственницы, все поменяется, все, счастье, рай наступит сразу же. Вы понимаете, что пока человеческое живет, не придет никогда совершенный государь или правитель, не придет. Он тоже человек, у него тоже есть свои страсти, у него тоже есть свои ошибки, он тоже человек. Человеком человек правит, поэтому всегда будет несовершенно. Меняться надо внутри себя, меняться. Сами мы должны начитанные стать, мы должны стремиться к светлому, к хорошему. А то, знаете, на четвереньках ползают к иконе, целуют икону, целуют эти грязные кресты и все такое. Ползают на четвереньках перед батюшками, которые приезжают на Гелендвагене туда. И говорят, ой, мы все понимаем, мы такие верующие, богатые духовно люди. Да о чем вы говорите? Это рабство, это вот эта хрень, вот это вот ползание на карачках вы считаете верой. А когда человек умирает перед вашими глазами, кусок хлеба не дадите, это нормально. А вот то, что вот я пошла там, поцеловала иконы, и все, я очень верующий. Понимаете, дорогие друзья, речь веду о том, что если человек внутри себя меняется, меняется жизнь. Вот смотрите, вы говорите, вот сначала я вот дела сделаю, сначала деньги заработаю, потом уже и оденусь, потом и волосы покрашу, потом и ногти сделаю. У вас никогда ничего не будет. Знаете почему? Вы должны сначала волосы покрасить, ногти сделать, одеться,
посмотреть на себя в зеркало, понравиться, и тогда, когда вы себе понравитесь, у вас вокруг появится такая положительная энергия, которая к вам будет притягивать и дом, и жизнь, и все, что... Начните сначала с себя. Меняйте сначала внутри, потом внешние атрибуты, понимаете? А то мы начинаем со внешних атрибутов думать. Вот когда у меня будут деньги, тогда пойду волосы покрашу. Нет, сегодня сделать, сегодня прям. Потому что завтра может у тебя времени уже не быть. Может и жизни у тебя не осталось. А ты говоришь, вот я сейчас сначала вот этого сына женю, дочь выдам замуж, дом сделаю им, вот это сделаю, фирму еще им подарю, вот то это, потом уже буду отдыхать. Потом у тебя ни хера времени не будет уже отдыхать или чего-то еще. Вот о чем я вам говорю, дорогие друзья. Все на этом. Потому что садится батарея, и постепенно буду выкладывать, естественно, говорить с вами, объяснять вам. Это вас вдохновляет, это вам помогает понять, что лучше делать, что быстрее, потому что у каждого свои проблемы. Так быстрее понять, что люди делали, проводили, и самим найти, провести, одним словом. Все, дорогие друзья, всем удачи.